Моника Беллуччи. Известная итальянская актриса и модель. Черты ее лица и линии тела знакомы многим, но о себе Беллуччи говорит мало, оберегая личные границы. О ее жизни и карьере мы расскажем в этом видео, которое сделали по просьбам наших подписчиков. Микс-шоу представляет. Как живет Моника Беллуччи и что с ней стало? Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в городе Читтà-ди-Кастелло, региона Умбрия в Центральной Италии. Мать Моники, Брунелла Бриганти, была художницей и верной католичкой, а отец Паскуале Беллуччи работал в транспортной компании и был атеистом. Воспитываясь в такой двойственной среде, Моника выросла агностиком, не придерживается какой-либо религии, но верит в существование Бога. Существует версия, что ее отец якобы был беженцем из пакистанской провинции Белуджистан, но это неправда. За пару лет до рождения Моники ее маме диагностировали бесплодие. Девочка стала долгожданным и единственным ребенком в семье и от этого чувствовала себя одиноко и неуверенно. В подростковом возрасте, когда к ней начали проявлять излишнее внимание представители мужского пола, Монике даже приходилось тайком сбегать со школы, чтобы остаться незамеченной после уроков. С 13 лет Моника работала моделью, позируя местному фотографу, но она считала, что добиться успеха в жизни ей может помочь только хорошее образование. Поэтому в школе Беллуччи была прилежной ученицей. В юности, помимо своего родного языка, владела в совершенстве французским и английским языками, а также основами испанского. Свое будущее она связывала с юриспруденцией и после школы в 1983 году поступила на юридический факультет в университет Перуджи. Чтобы оплачивать учебу, девушка сначала устроилась официанткой в пиццерию, а затем вернулась к работе модели. Карьера складывалась удачно, и вскоре Монике пришлось выбирать между учебой в вузе и подиумом. По словам Беллуччи, она предпочла просто жить, поэтому бросила университет и в 1988 году переехала в Милан. Там она подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management и уже к 1989 году стала известной в Париже и Нью-Йорке. Она начала сотрудничество с Dolce & Gabbana и позировала для журнала Elle. 3 января 1990 года Моника вышла замуж за модельного фотографа аргентинского происхождения Клаудио Карлоса Бассо, с которым она начала встречаться еще до переезда в Милан. Они поженились в Монте-Карло и официально прожили в браке 4 года. Хотя, как призналась сама актриса, безоблачное счастье супругов длилось всего 6 месяцев. В том же году состоялся кинодебют Беллуччи в итальянской драме «Взрослая любовь». Добрый день. Добрый день. Куда вы хотите поехать? Вот сюда. На съемках она познакомилась с актером Николой Фарроном, и у них завязались отношения. Этот роман длился 5 лет, но актеры были сфокусированы на своих карьерах, и со временем их пути разошлись. В следующие 2 года Моника Беллуччи снялась в драме «Злоупотребление», комедии «Упрямая судьба» и ужасах «Дракула». Именно роль невесты-вампира стала первой серьезной работой актрисы и принесла ей предложения от режиссеров из Америки и Европы. Затем последовали роли в сериале «Иосиф Прекрасный, наместник фараона», в фильмах «Банда неудачников» и «Снежок». Но успех пришел в 1996 году после исполнения роли Лизы в мелодраме «Квартира». Вы часто следите за людьми? Извините, я... Не притворяйтесь дурачком. Вам нравится за мной следить? У вас слишком много свободного времени. За эту работу молодая актриса получила номинацию на премию «Сезар» в категории «Самая многообещающая актриса». На съемочной площадке Беллуччи познакомилась уже популярным французским актером Венсаном Касселем. Сначала они произвели друг на друга не особо приятное впечатление. Моника посчитала Касселя чересчур заносчивым, а он думал о партнерше как о глупой модели. Однако уже к окончанию съемок они не могли расстаться друг с другом. Уже на следующий год Моника и Венсан также вместе сыграли в комедийной драме «Каким ты меня хочешь» и боевике «Доберман». До конца 90-х Беллуччи также снялась в фильмах «Праздника не будет», «Наслаждение», «Как рыбка без воды», «Фрэнк Спадоне» и «Непокорный», который на экраны вышел значительно позднее. За годы отношений Моники Беллуччи и Венсана Касселя мужчина 3 раза звал любимую замуж, но получал отказ.
Согласилась Моника только после того, как Винсан попал в небольшую аварию, что очень напугало актрису. В 1999 году они поженились, но жить вместе не стали. Даже через несколько лет после свадьбы они продолжали жить на 2 дома. Он во Франции, а она в Италии. Актриса объясняла это тем, что меньше всего ей хочется погрузиться в семейную рутину. В 2000-м на экраны вышел американо-французский детектив «Под подозрением», а также фильм, ставший знаковым в кинокарьере Беллуччи, драма Джузеппе Торнаторе «Малена». Я почти год вдова, сеньор. Что до меня и лейтенанта Кадея, то это не имеет отношения к закону. Моника словно сыграла саму себя, безумно красивую женщину, для которой ее неземная внешность становится и даром, и проклятием. Еще в 2001 году Моника вместе со своим мужем снялась в ленте «Братство Волка», за работу в которой удостоилась номинации на премию «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана. В 2002 на экраны вышло 2 диаметрально противоположных по настроению фильма с участием Беллуччи. В январе зрители увидели Монику в образе Клеопатры в приключенческой комедии «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Если закончите вовремя, я озолочу всех. Приятно слышать. А нет, скормлю крокодилом. Неприятно. В мае же на Каннском фестивале состоялась премьера экспериментальной драмы «Необратимость». Хочешь знать, в чем твоя проблема? Ты слишком много думаешь об удовольствии партнера. Ты должен расслабиться, ни о чем не думать, так будет лучше. Кинолента настолько шокировала зрителей, что 250 человек вышли из зала. Причем некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Не выдержал и Винсан Кассель, который плакал во время просмотра 9-минутной сцены изнасилования героини Беллуччи. Сама актриса позже признавалась, что ей самой страшно пересматривать этот фильм. Однако очевидно, что это одна из лучших и самых смелых работ в ее карьере. События в картине идут в обратном хронологическом порядке. И в 2020 году лента была перевыпущена в новом монтаже под названием «Необратимость. Полная инверсия». В 2003 году фильмография актрисы пополнилась картинами «Помни обо мне», «Слезы солнца», а также «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция». В последних Моника исполнила роль загадочной Персефоны, которая предлагает помощь Нео в обмен на страстный поцелуй. Поцелуй, как будто ты меня любишь. Хорошо. Не убедил. Все отменяется. В том же году Моника Беллуччи вошла в 5 самых сексуальных женщин по версии издания «Фам Фаталь». После «Матрицы» актриса появилась в комедийной драме «Она ненавидит меня», вместе с Касселем сыграла в остросюжетном триллере «Тайные агенты» и предстала в образе Марии Магдалины в библейской драме Мела Гибсона «Страсти Христовы». Они арестовали его тайно ночью, чтобы скрыть свое преступление от тебя. Останови их! Останови! О чем ты говоришь, женщина? Кого они арестовали? Иисуса. Несмотря на то, что Моника не является католичкой, она очень хотела получить роль последовательницы Иисуса. Тяжелый фильм со множеством жестоких сцен получил противоречивые оценки у критиков, в том числе за спорную интерпретацию Библии. В 2004-м Моника подарила свой голос персонажу видеоигры «Принц Персии» Кайлине. Также в 2004 году у Моники и Винсана родилась дочь Дева. Еще будучи беременной, актриса в знак протеста разделась для фотосессии итальянского журнала Vanity Fair, выразив таким образом протест против закона о запрете использования донорской спермы в Италии. Сейчас Дева Кассель, как и когда-то ее мать, покоряет модельный мир и уже заключила контракт с модным домом Dolce & Gabbana. Вскоре Беллуччи вернулась к работе, и уже в 2005-м на экраны вышли комедийная драма «Сколько ты стоишь» и голливудская фэнтези «Братья Гримм», рассказывающая альтернативную биографию самых известных немецких сказочников. В нем Моника сыграла злую королеву, умершую сотни веков назад, но с помощью чар, продолжающую искушать своей былой красотой случайных посетителей. Я, как прежде, на свете всех милее. Следующей для Моники стала работа в фильме «Братство камня» 2006 года. Также она появилась в комедии «Я и Наполеон» и в очередной раз составила компанию мужу в триллере «Шайтан». В следующие несколько лет Беллуччи сыграла в фильмах «Второе дыхание», «Учебник любви истории»,
«Бешеная кровь», «Человек, который любит», «Не оглядывайся», «Баария», «Частная жизнь Пиппы Ли», «Ученик чародея», «Стукачка» и «Пристрели их». В мае 2010-го Моника Беллуччи родила вторую дочку Леони, а в конце года выпустила книгу-альбом под названием «Моника Беллуччи by Моника Беллуччи». Специально для этого издания актриса выбрала 150 своих самых знаковых фотографий, а часть доходов от продажи была отправлена на благотворительность. Беллуччи часто признавалась в ее интервью, что мечтала сняться в одном фильме с Робертом Де Ниро. Ее мечта исполнилась в 2011 году. В дуэте с легендарным актером она сыграла в фильме «Любовь. Инструкция по применению». Что может сделать счастливой женщину моего возраста? Работа? Она у меня мерзкая. Ребенок? У меня его нет. Любимый мужчина? Куда уж там. Затем фильмографию Моники пополнили драмы «То лето страсти» и «Сезон носорогов», а также трагикомедия «Любовь в квадрате». В августе 2013-го звездная пара Кассель-Беллуччи объявила о разводе. По словам Моники, их развела сама жизнь, но они всегда будут поддерживать теплые отношения. Кассель добавил, что они жили в свободном браке и оставались вместе, пока были нужны друг другу. Но однажды поняли, что больше нет никакой необходимости считаться парой. СМИ приписывали Беллуччи романы с российскими олигархами Тельманом Исмаиловым и Михаилом Прохоровым, но слухи так и остались слухами. Сама Моника говорила, что после развода впервые с 14 лет осталась одна и теперь может заново понять и открыть себя. В 2014-м актриса снялась в мелодраме «Чудеса», а через год появилась в главной роли в драме «Виль-Мари» и стала первой зрелой женщиной Бонда в фильме «007 Спектр». Кем вы работаете? Я страхую жизни. С этим вы опоздали. Для вашего мужа, да. А как насчет вас? В очередной части «Бондиана» актриса хотела показать, что у женщин на экране могут быть морщинки, какие-то несовершенства, но при этом они все равно женственные и соблазнительные. В 2016-м Беллуччи снялась в 3-м сезоне сериала «Моцарт в джунглях», где сыграла оперную диву. Также актриса поработала с культовым режиссером Эмиром Кустурицей над его военной мелодрамой «По Млечному пути». Скажи, коров доить умеешь? Не умею. Научишься? Попробую. Беллуччи сыграла возлюбленную главного героя, в которого перевоплотился сам Кустурица. Осенью того же года Моника Беллуччи получила орден Почетного легиона из рук президента Франции Франсуа Олланда. В 2017-м актриса уже во второй раз стала хозяйкой Каннского кинофестиваля, проведя церемонии открытия и закрытия. Также она появилась в 14-й серии в продолжении сериала «Твин Пикс». В соавторстве с одним из своих самых преданных поклонников выпустила книгу Моника Беллуччи «Тайные встречи» и получила премию «Доностия» за выдающиеся персональные достижения. В том же году стало известно о романе Моники и французского актера Жиля Лелуша. Но их отношения не продлились долго. В декабре актрису заметили в компании нового избранника. Им стал французский художник Николя Лефевр, и их отношения продлились чуть дольше года. Несмотря на разрыв, они продолжают общаться как друзья. В своих интервью Моника подтверждает, что сейчас состоит в отношениях, но предпочитает их не афишировать. В 2018-м Беллуччи приняла участие в фантастическом фильме ужасов «Некромант», сериалах «Чудо. Слезы Мадонны» и «10%». В следующие 2 года актриса появилась в триллере «Старые шпионские игры», драмах «Мужчина и женщина. Лучшие годы» и «Человек, который продал свою кожу». В планах выход комедии «Фантазии» и «Засуха», экшн-триллера «Память», биографического мини-сериала «Радикальный взгляд. Жизнь и эпоха Тины Мадотти» и фэнтези «Бифана приходит ночью истоки». Сейчас Моника не только снимается в кино, но и продолжает свою модельную карьеру. Так, например, в 2020 году она стала лицом бренда Nivea. Кроме того, актриса до сих пор продолжает сотрудничество с Dolce & Gabbana и регулярно снимается в рекламе косметики, аксессуаров и парфюма знаменитого бренда и принимает участие в показах. Беллуччи также рекламировала Martini Gold, который выпускалась с фирменной символикой модного дома. С 1997 года актриса является лицом компании Cartier и даже стала единственной знаменитостью, с которой ювелирный дом выпустил совместную коллекцию. В разные годы Беллуччи также сотрудничала с модным домом Dior, рекламировала нижнее белье брендов Infiore и Intimissimi,
косметическую марку Oriflame, минеральную воду Цисовянка Перлаж, одежду из кашемира Эрик Бампар. Она позировала для множества модных журналов, таких как Esquire и Vogue. Снималась обнаженной для календарей Max и GQ, а еще дважды появлялась на страницах знаменитого календаря Pirelli. Состояние Моники Беллуччи оценивается в $45 миллионов. В 2018-м французские налоговые органы заподозрили актрису в неуплате налогов, но она предоставила всю запрошенную информацию и дело урегулировали. Своим домом актриса всегда считала Италию, а любимым городом называла Рим. В Вечном городе, а также в Лондоне и Лиссабоне у нее есть квартиры, где она бывает между съемками. Будучи замужем за Винсаном Касселем, актриса приобрела квартиру в Париже в районе бульвара Сен-Жермен. В 2009 году эту квартиру ограбили и вынесли имущество на сумму 80 тысяч евро. Грабители похитили драгоценности, ноутбуки с личными фотографиями Моники и ее итальянский паспорт. В 2012-м Беллуччи и Кассель приобрели белоснежный дом на берегу океана в Рио-де-Жанейро. Но после развода он остался за Винсаном. На одном из кинофестивалей Монику засняли позирующей возле спорткара Lamborghini Huracan. Но в обычной жизни она предпочитает малолитражный Мини Купер. Несмотря на популярность, актриса не избалована кинонаградами, но в ее честь назван сорт роз. Их цветки отличаются ярким окрасом, который при распускании бутона меняется, и сильным ароматом. Этой женщине не страшны ни годы, ни морщины, а ее женственность и сексуальность неоспоримы и по сей день. Сама Моника к своей красоте относится спокойно, как и к старению. Она не делала пластических операций, ненавидит диеты и не представляет своей жизни без спагетти с пармезаном и тирамису. Как вы думаете, в чем феномен Моники Беллуччи, что она остается востребованной актрисой и моделью в любом возрасте? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.